Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Ежедневно я выгружаю обзор на какой-нибудь гаджет. Сегодня это скутер, первый скутер, наверное, за года полтора. И основной его плюс, он может тащить на себе любого человека до 120 килограммов. Ему не важен уклон, вот сколько я не катался, он тащит. Ему не важна пересеченка по довольно серьезной такой неприятной местности. На нем можно ехать, и самое важное для меня, ему все равно на ветер. Да, у него количество километров уменьшается пропорционально силе ветра, если ты на нем катишь, но с другой стороны, а что вы хотели? По поводу сборки и всего остального, вот вы берете, благополучно его фиксируете, закрыли, нажимаете здесь, также его фиксируете, закрыли. Если вам его необходимо собрать, раз, два, три, до конца 4 и в принципе 5 действий. Единственное, вам еще нужно будет поднять подножку. Все, и понесли. Сказать, что он легкий, я однозначно не скажу. То есть для меня он не легкий. Через какой-нибудь переход пронести возможно, радости мало, но у него есть свои плюсы по этой причине. Расскажу вам, как это дело работает, когда вы видите что-то подобное из разряда того, что мы с вами можем снимать через какие-то сервисы. То есть, когда вы идете и видите в больших городах самокаты, вот они наподобие этого по мощности, по гидравлическому тормозу и по всем остальным плюшкам. Смотрим. Вот это вот дело я планирую мучить долго и упорно. Если вы видите сейчас этот обзор, значит, я на нем уже откатал минимум недели 2. Что у меня связано с самокатами, кроме того, что я в прошлом году довольно бодро был сбит машиной на территории придомовой, и это было на довольно эпичном Найнботе. Вы можете посмотреть обзор на канале. Ему пришел логичный конец. Как вы видите, 500 ватт мотор, не шутя, 10 дюймов колесики. Пахнет все это резиной при вскрытии. Здесь пломбы, и весит все более чем прилично. Это что-то посерьезнее N65. Коробку вы сейчас видите, специально при вас распаковываю, чтобы у вас было понимание того, что за штука, если вы решите это дело покупать, к вам придет. Так, здесь у нас документация, ее мы посмотрим, и ключ. Опять же, вот так он будет выглядеть в упаковке. Очень надеюсь, что я на нем не уберусь, потому что это уже серьезная заявка. По первым ощущениям по сборке все довольно добротно, спаяно по мне аккуратно. Раз, два. Интересное кино. Ага. И 3. Simply Clever. Тормоза. ЖК-экранчик. Все в лучших традициях. На подобном в Китае, Японии и азиатских странах, в принципе, катает, наверное, добрая половина населения, если не больше. Звонок в наличии. И, в принципе, ну, интересно. И по стоимости более чем адекватно. Если к моменту обзора рубль не упадет сильно, то в долларовом эквиваленте они стоят не так и много. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов в конце месяца, всегда их много в описании, как и мои контакты. В прикрепе мой телеграм-канал с взаимопомощью 12 тысяч человек и скидок больше 46 тысяч человек. Все розыгрыши 30 числа месяца, подписывайтесь, пишите, что еще купить на обзоры. Перейдем же к скутеру. Поставляется данный электрический самокат в черной расцветке. Внешне выглядит он внушительно и массивно. Вес, мягко сказать, не маленький, 23,5 килограмма, а габариты в сложенном виде 1210 на 205 на 460 миллиметров. В разобранном 1190 на 510 на 1220 миллиметров. Долго его в руках не поносишь, но если нужно спустить по ступенькам, лично у меня проблем с этим делом не возникло. С другой стороны, если вы сами весите меньше 70 килограмм и у вас не спортивное телосложение, то могут быть с этим проблемы. Однозначно, еще раз повторяю, за ролик несколько раз скажу, никаких подростков или детей. Максимум они могут под вашим руководством покататься, желательно в шлеме и остальной защитной экипировке, точно на какой-нибудь безопасной поверхности, и сами они эксплуатировать его не смогут из-за габаритов и веса. Выполнен самокат из высокоуглеродной стали, плюс алюминиевый сплав и магниевый сплав. Исходя из этого, его прочность позволяет перевозить человека весом до 120 килограммов. Складывается N65 в двух местах: в нижней части рулевой стойки и в области руля. Подножка, конечно же, имеется в стандартном
стандартном месте для самокатов, как и стоп-сигнал. Светоотражатели по бокам и с тылу имеются, но у меня за время эксплуатации они уже повредились. С другой стороны, я не назову себя точно аккуратным пользователем. Далее, площадка с противоскользящим силиконовым ковриком в ширину 17 см, в длину 50 см. Находится она в 82 мм от пола. В моем случае с 44 размером ноги площадки более чем достаточно. На руле стандартно есть силиконовые грипсы, звонок, ручка газа куркового типа с двумя кнопками, которые отвечают за включение и выключение электросамоката, и навигации по дисплею. Фонарик на борту мощностью 1,8 Вт, который отлично освещает дорогу в темное время суток, но режим у него один. Помимо этого, на левой стороне руля расположили рычаг тормоза. Электросамокат имеет также систему двойного торможения, задний дисковый тормоз и передний электронный тормоз e-brake. Тормозной путь составляет до 5 метров, если вы едете при скорости 25 км в час, которая, к слову, здесь максимальная. И последнее — это светодиодный дисплей, на котором отображается следующая информация: выходная мощь и восстановление, скорость передачи, освещение, батарея, пробег, напряжение, Bluetooth и отслеживание ошибок. Летим дальше. Пневматические резиновые шины имеют размер 76 на 254 мм. Что по ровному асфальту, что по бездорожью, перемещаться на электросамокате за счет широких шин даже очень-таки удобно. Ехать на нем и правда комфортно. Navi Scooter N65 оснащен бесщеточным двигателем номинальной мощностью 500 Вт и максимальной 900 Вт, который расположили в переднем колесе. И вы можете мне написать, какие 500 Вт, если 12,5 ампер-часов батарея. Ведь народ с 38 ампер-часов на 60 ампер-часов переходит. И для компактного самоката, как в многих комментариях подобным роликам, народ пишет, что он для самоката компактного большой, а для среднеразмерного слабый. С другой стороны, всегда отталкиваемся от ценника, друзья. Если вы будете смотреть не только на характеристики устройства, но и на ценник, то его воспринимать будет проще. Напишите мне в комментариях, что, по вашему мнению, за эти деньги можно найти лучше. Электросамокат имеет 4 скорости, такие как режим ходьбы 6 км в час, уровень 1 15 км в час, уровень 2 20 км в час, уровень 3 25 км в час. Есть круиз-контроль, режимы разблокировки скорости нет. Максимальный наклон 25%, запас хода по мне оказался максимум 18 км. Но производитель заявляет 65. Опять же, это идеальные условия. У меня вес 78 килограммов, плюс я ехал против ветра, было много уклона, было много изменений скорости, заявленные производителем больше 60 километров, возможны только раз на ровной поверхности, 2 без встречного ветра, 3 без остановок, 4 при постоянной скорости 15 км в час. Какие дороги в Российской Федерации вы прекрасно знаете. Я живу в Ленинградской области, ветра здесь очень невеселые бывают. Летим дальше. Аккумулятор емкостью 12500 мАч, 48 вольт, 12,5 ампер. Большинства эти 12,5 ампер и смущают. Системой безопасности BMS. Полный цикл зарядки, используя родное зарядное устройство, по моим тестам занимает с 0 до 100% 4 часа 40 минут. Иногда заряжался за 4 часа 20 минут. Дольше, чем за 4 часа 40 минут он у меня не заряжался. Если вы найдете другой блок зарядки, возможно, он будет у вас заряжаться и 6 или 7, но для этого надо подобрать блок. Ладно, это лирика. Что удивительно, так производитель заявляет, что он будет заряжаться 7 часов. Ну и большинство, наверное, не проверяя, так и будут плюс-минус час писать. Хотя по факту, видите, это основной плюс, который расходится с документацией. К слову, разъем для зарядки защищен 2 прорезиненными клапанами и находится он на площадке с передней части электросамоката. Класс водонепроницаемости IPX4. Далее, чтобы тронуться с места, необходимо изначально оттолкнуться ногой, чтобы набрать скорость. Предусмотрено это для безопасности, и во многих подобных штуковинах то же самое. Против ветра ехать можно без проблем, как и по бездорожью, но на участке с травой изредка буксует. Также изредка буксует, если вы будете по песку ехать. Но опять же, электросамокат для города. В принципе, по ухабам проедете, но так, чтобы глубокие лужи 30 сантиметров проезжать нет, не получится. В целом, для езды по городу 25 км в час более чем достаточно. Я бы не стал разгоняться быстрее, и по мне даже 20 км в час, учитывая плотность потока человеческого, ну, опасно, потому что в любой момент времени может какой-нибудь ребенок откуда-то выбежать, либо какая-нибудь машина откуда-то тронуться, и вы просто не успеете среагировать. Так что мои рекомендации 15-20 за глаза. Может быть, чуть дольше потратите на поездку времени, но зато все живы и здоровы. На различные подъемы с моим весом в 78 килограммов электросамокат без проблем заезжал. Не было таких мест, где бы я не смог заехать в городе. Небольшой минус заключается в том, что площадка находится относительно низко, и еще ниже тормоз, и я им постоянно цепляюсь. Во всяком случае, когда через пандусы, поребрики и подобное пытаюсь переползти с ним. Приложение под названием GoNavi. Подключить самокат к приложению не составляет труда.
труда. В приложении из интересного есть включение функции круиз-контроль, что хорошо, восстановление энергии, автопроверка неисправностей, блокировка электросамоката. К слову, я столкнулся с проблемой, которая заключалась в том, что при подключении его к приложению на другом смартфоне у меня заблокировался электросамокат. Притом четырехзначный пароль не вводил. Разблокировать у меня получилось при помощи 4 восьмерок у меня был пароль. Также можно скрин с этой проблемой скидывать в техподдержку, вам дадут пароль. Так что не подключаем их к другим смартфонам. В целом максимально простое приложение, только на английском языке, китайский также на борту, но русского нет, и я не думаю, что он предвидится. В целом все, что нужно, есть. К минусам я отнесу в первую очередь вес, габариты. По итогу его лучше катить в руках, чем нести. Также из-за низкого расположения площадки лично у меня пострадали боковые светоотражатели и дно электросамоката, так что имейте в виду, что с этим делом нужно быть аккуратней. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Разумеется, как и все блогеры, я выгружаю перед распродажей. Сегодня она начинается, будет приличная скидка. Очень хороший ценник для такого девайса. Опять же, аналогов море, но не на Томоле. Если брать тот же какой-нибудь Ninebot, который все советуют, G30P, но он почти в 2 раза дороже, друзья. Вот смысл сравнивать. Я в конце резюмирую, сравню его с велосипедом, который в несколько раз дороже. Вот примерно то же самое. На велосипеде у меня больше радости кататься. На этом деле, ну, чуть-чуть меньше, потому что я фанат велосипедов. С другой стороны, я на этой штуке откатался уже, получается, 3 недели, еще месяц точно прокатаюсь. Я посмотрю, как он себя поведет, и расскажу потом вам, умер он или нет. Пока не умер. Огромный плюс, что он имеет прочную раму. На дисплее находится вся необходимая информация, которая может понадобиться обычному пользователю, что очень удобно. Да и в целом он внешне плюс собран и продуман. По большому счету цвет, блеск, красота. Не забывайте, кстати, подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, почти 12 тысяч человек, и телеграм-канал скидок, 46 тысяч человек. И резюмировать я бы хотел очень просто. Вот это дело стоит в 4 раза дешевле, чем это дело. И хотя я фанат велосипедов, у меня также есть скутер. В прошлом году на подобном девайсе меня сбили. Притом сбили довольно прилично, но в итоге девайсу пришел конец. Если бы меня сбили вот на подобной штуковине, я уверен, что конец пришел бы бамперу машины. К чему я все это хотел бы подвести? Где-то через месяц я сделаю вам обзоры, если он выживет за месяц лично у меня. Что с ним произошло? На данный момент однозначно это дело не для детей, и это дело не для подростков. Он слишком тяжелый. По функционалу за свои деньги, по тому, сколько он может проехать, мне самое важное, что он может катать против ветра. В Ленинградской области ветер постоянный. Это раз. Два, он может тянуть человека больше сотни килограммов. И понятно, что очень многие это дело заявляют, по факту может мало кто. Следующий момент. Минимальное количество функционалов для меня огромный плюс. Мне очень понравилось, каким образом у него отрабатывает в первую очередь тормоз. Второй момент, что мне понравилось, как он собран. То есть, если брать несущие части, они никакие не треснули. По высоте руля я считаю, что он более чем универсален. Такую штуку довольно просто оценить, стоит вам или нет ей пользоваться, если вы покатаетесь подобным скутером через какую-нибудь службу. То есть очень много брендов предлагает кататься на этом деле. Вы берете через программу, катаетесь. Вот это подобная штуковина. То есть он надежный, он тяжелый, он мощный, надеюсь, долговечный. Насколько это все будет красиво, я не знаю. Чуть больше 4 часов он заряжается, 4,5 часа. Чуть больше 20 километров вы сможете на нем прокатать в плохую погоду. И в целом претензий у меня к этому делу нет, учитывая стоимость и учитывая курс. Потому что курс шикарный. Рассказывать вам будут, разумеется, все блогеры про эту штуку. Фанатов очень много подобных устройств. Я уверен, что своих покупателей он найдет. Если вам подобные штуки интересны, пишите. Вы сами знаете, что я и про колонки рассказываю, и про планшеты. А это дело у меня только второе на канале. Возможно, буду чаще рассказывать. Про квадрики точно еще несколько обзоров будет. Девайсу однозначно да. Подписывайтесь в телеграм-канал взаимопомощи. Нас там уже почти 12 тысяч человек. И телеграм-канал скидок. Там 45 тысяч человек. Много всего интересного скидываю. Недавно был Realme GT Neo 2T за 13 с копейками. Да, мы вот в такой реальности живем. Девайсу да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.